Друзья, всем большой привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим, что делать при вайпе, а конкретно я раскрою несколько секретов, что с собой брать, как это лучше сделать. Также расскажу, почему поднимается ценник на черном рынке на дорогие предметы, такие как видеокарта, криптомонеты и так далее. Но прежде чем мы начнем, хотел бы всем порекомендовать свой телеграм-канал. Там всегда ты себе сможешь найти напарника для игры. Также я туда выкладываю анонсы стримов, анонсы видео, игровые новости. Ну а мы начинаем. А да, ребят, чуть не забыл. В конце оставлю видео, один вариантов из фарма. Но это мое предпочтение. Именно так я фармлю, когда у меня есть немного свободного времени, что с телефона, что с компьютера. Ну так что, друзья, нам, как обычно, при каждом вайпе добавляют ящик убежища. В этот раз разработчики немножко схитрили. Они добавили две ячейки, но только для тех, у кого есть премиум аккаунт. То есть по стандарту ты можешь вынести 4 вещи, если у тебя премиум аккаунт, ты можешь с собой вынести 6 вещей. Кто давно играет, знает, что в самом первом вайпе с собой можно было вынести 8 вещей. Прошлый вайп с собой можно было вынести всего 4 вещи. В этом вайпе сделали вот так. Что же выносить с собой? Кто-то берет ключи различные, скальпели, видеокарты. Ну, видеокарты и крипта это является единственной вещью, которую действительно можно с собой выносить. Но есть маленькое но. Об этом поговорим дальше. Так вот, что же с собой берем? Допустим, вы знаете, что есть такое задание, как отдать оружие Джудасу с определенной сборкой. Допустим, пусть это будет РПК. Вы знаете, что требуется последний глушитель, последний приклад, лазер, фонарь, рукоять пола. После вайпа рукоять пола было не найти. Ну, это касается первого вайпа. В этом вайпе добавили рукоять на крафт. То есть проблемы как бы сильно большой нет, но топовый лазер все равно сложно найти. Поэтому мы собираем все запчасти на РПК, которые нам нужны, чтобы отдать его. Ставим этот самый лазер, рукоятку, последний магазин и отправляем сюда. К примеру, пусть это будет так выглядеть. Также берем две видеокарты и одну криптомонету. Кто-то берет с собой центральный процессор в количестве 2 штук, чтобы сразу улучшать верстак или торговлю. К примеру, это выглядит так. Вы улучшаете верстак, тем самым вы можете сразу начать крафтить разведданные, потому что вы вынесли с собой одну видеокарту и начинаете продавать эти разведданные на черном рынке, получая определенное количество денег. Обычно разведданные неплохо уходят, это 80-120 тысяч. В этом вайпе я умудрялся и по 150 их продавать. Так, ну я думаю разобрались, да, что мы с собой берем ящик убежища, либо 2 ЦПшника, одну видеокарту и оружие, которое нужно будет сдать, которое сложное по сборке для вас. Либо берем две видюхи, одну крипту, оружие. Опять же, ребят, не стоит забывать, я советую вам, как бы я сделал. Либо-либо. Вот все вынести не получится. Но есть маленький секрет, как можно вынести все. Об этом мы поговорим далее. Едем дальше, друзья. Так что же улучшать и как улучшать после вайпа? У меня есть подробный видеогайд по этому поводу. Ссылочку на него вы сейчас можете видеть в верхнем правом углу. Кто не в курсе, можете посмотреть. Там все подробно рассказано, что и в каком порядке стоит улучшать во время вайпа, точнее после него. В принципе, для комфортной игры вот такой раскладки, как вы сейчас видите, больше чем достаточно. Единственное, что можно улучшить еще, это арсенал, либо оружейную стойку. Остальное ничего не стоит трогать. Также в Телеграме много спрашивают про медблок. Я так скажу, стримлю иногда по 6-7 часов. Медблока первого уровня более чем достаточно. Больше чем на 70% он у меня никогда не проседал. То есть я про иммунитет имею в виду. Кто не знает, когда иммунитет садится до нуля, нужно либо ждать определенное время, чтобы иммунитет восстановился. Без иммунитета вас просто не выпустит в рейд. Но такого я никогда не наблюдал. В чате писали то, что если иммунитет садится до нуля, за донатную валюту его можно полностью восстановить. Но не повторяйте таких ошибок, ребят. Просто прокачайте до второго уровня, если он вам понадобится. Этого будет более чем достаточно за 10-12 часов игры. Я думаю, только он до нуля сядет. Многие из нас просто не могут себе позволить столько проводить времени в игре. Поэтому первый, второй уровень максимум. Ну а теперь, друзья, вишенка на торте. Как вы видите, цены на видеокарты скаканули вверх. И я вам скажу, это еще не предел. В прошлом вайпе одна видеокарта уходила 20-30 миллионов. Почему же так происходит? Раскрываю секрет. Определенное количество игроков занимается продажей за реал видеокарт. Это ладно, то есть они скупают
все имеющиеся видеокарты и потом толкают их от 40 до 150 рублей. Но это еще полбеды. Есть некоторые игроки, которые, по моему мнению, жульничают. Они создают себе по 2-3 твина, переносят туда видеокарты, криптомонеты, потому что денег в течение игры очень много было нафармлено. Тем самым они отправляют эти видеокарты и криптомонеты в ящик убежища. Потом, когда происходит вайп, они выполняют все задачи, ну то есть, чтобы можно было выйти в рейд. Вот, и передают эти вещи на основу. Затем проходит 2-3, может быть 4 недели после вайпа опять же. И они спокойно продают на черном рынке видеокарты, крипту и тем самым быстро выходят в наличные. То есть вот эта циферка у них гораздо больше. Я думаю, разработчики в курсе таких манипуляций, но им тоже удобно. Они могут утверждать, что на сервере около 20 тысяч человек. Хотя на самом деле это не так. Я не говорю, что половина сервера это твинки, но думаю 3-4 тысячи твинов должно быть. Опять же, чтобы качать основу и твинка, это нужно очень много времени. Поэтому эти люди заводят вина, чтобы просто переносить ценные вещи игровые. Это лично мое мнение, друзья. То, что вы думаете по этому поводу, можете написать в комментариях. Hey, stay sharp. Report to me if any issues arise. Hey, stay sharp. Report to me if any issues arise. Someone's gonna kill. Kill him! A rat is a rat. Only knows to hide. Stay with me! You're gonna make it! Nothing here. Over. Move! All hands on deck! Push him out! Также бы я хотел сказать спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайся на канал, ставь большие пальцы вверх, и мы увидимся в следующих видео.